Дорогие друзья, очень часто бывает, что человеку не то сказали или угрожают, или человек пытается выйти из какой-то структуры, организации, да, и там как бы грозятся всякими бедствиями, порчами, всякими там катаклизмами, катастрофами в жизни и прочее. И человек боится, его удерживает эта мысль, что ему что-то могут сделать. Во-первых, хочу вам сказать, что те люди, которые что-либо могут, они делают. И люди, которые что-либо могут, сила дана не отмороженным людям, сила дана сильным личностям, личностям разумным. И если бы ведьмы всем подряд делали порчи, вот представляете, что было бы с нашей землей, да? Для того, чтобы ведьме было позволено это сделать, для того, чтобы она пришла к этому восприятию, к этому понятию, что она может уже сделать, должно пройти определенное время, и ей должны уже так надоедать, чтобы она взялась за это. Согласны? Если ведьма угрожает всем подряд, если она называет себя ведьмой, мол, порчами и прочим, лишь бы от меня не уходили, это уже не ведьма. Так что можете не бояться, не опасаться ничего. Но в любом случае для вашего спокойствия даю вот этот ритуал. Для всех людей, которые либо мнят себе, что им что-то могут сделать или сделали, либо для людей, которым действительно сделали. Кроме того, этот ритуал очень хороший, если вы, например, были где-то, и вы чувствуете, что вас сглазили. Вот неприятный был разговор, какие-то намеки были в вашу сторону, вы приходите, себя плохо чувствуете, понимаете, что либо прокляли, либо пожелали что-то нехорошее. Кроме того, этот ритуал очень подходит, когда на улицах к вам таборы подлетают и начинают там погадать, позолоти рученьку, а потом, когда ты не соглашаешься, тебя проклинают за глаза. Если ты испугалась, значит, ты позволила этому проклятию войти в твое энергетическое поле. Потому что испуг, страх, он сразу открывает двери. Да? Для чего некоторые личности, например, постоянно говорят о порчах, о энергетических ударах, о каких-то там возвратах и каких-то, как он там еще, ответках, не знаю, там, откатах. Это психологическое вот такое воздействие, да, и давит на вашу энергетику, на ваш страх. Потому что когда вы допускаете страх, уже вы сами себя наказываете. Может, там никакой порчи не было, но вы уже от страха своего воспринимаете, что у вас и голова чешется от порчи, и лицо высыпало от порчи, все от порчи. Но есть действительно люди, у которых очень черная энергетика. Например, у цыган на улице для простого человека очень сильная энергетика и очень черная. Поэтому если на улице цыганка прокляла, очень может быть, что это получится. Если, например, вы издевательски сказали, я не призываю там перед ними кланяться, ну, лучше их избегать. Но если вы не боязливый человек, тогда вам чихать. Вы можете повернуться и сказать, все, что сказала, себе забери. И они будут полчаса кружиться и умолять, чтобы ты эти слова обратно забрала. Но если вы человек трусливый, конечно, вам посмотрели в этот момент страха, в этот момент психологической вот этой давки, она сразу пошло на вас. Вот они там прокляли, там, вот не даешь, чтобы ты там в нищете жил, туда-сюда, и все. И у человека начинаются проблемы. И он понимает, что вот с того дня у него пошли эти проблемы, потому что он воспринял это, он испугался, ему стало плохо, неприятно. Все, этот удар пошел. Среди цыган не скажу, что каждая вторая великая колдунья, но у них есть очень сильная черная энергетика. Вот эта энергетика, они обманывают, они гипнотизируют, они как бы вводят за нос, и у них это не считается зазорным и стыдным. Поверьте, у них совсем другое мышление, у них это образ жизни, и это считается, вот молодец, вот человек умеет жить, вот она лучше нас справляется, лучше нас делает. И они даже могут сидеть и обсуждать, как там кого кинули, что сделали, и посмеяться весело. Это для вас стыд, срам, неудобно, как так можно. Для них это традиция, обычай, поэтому не удивляйтесь. У каждого народа свое мышление. Итак, это применяется вот в случаях, когда вас запугивают, в случаях, когда вы чувствуете, что вам пожелали плохого, прокляли. Даже если ваш сосед вас не любит, и вы вышли на лестничную площадку, да, и
там недобро посмотрел на вас, и вам кажется, что там что-то вам пожелал, можете это провести. Итак, церковная свеча, если у вас дома, или обычная восковая, если церковная, переверните. И отсюда, значит, отковыряете вот фитиль с обратной стороны, зажгли. Берите цыганскую иглу, она у меня есть, но это не очень большая, вообще лучше, конечно, и побольше можно. Вот. Соль и любая тряпка, любой, как бы, любой платок можно применить. Высыпайте сюда соль, читаем. Читаем 3 раза. Это можно применить всем людям, в принципе. Оно сразу, если вы это сделаете в течение дня, пока вам плохо, это все отдаст обратно. Если, конечно, будете тянуть, это может усугубиться. Итак, изначально объясняю, Гаэна – это луна, это сила, которой поклоняются цыгане, потому что им обратно нужно отдавать их же словами, да, их же понятием, их же силой. Шувани – это колдунья, это ведьма у цыган. Итак, чур меня чур, черноглазое зло, луна Гаэна за меня мстит. Чур меня плоть, чур меня кровь, чур моя живая белая кость. На поле турецком табор стоит, Шувани сидит перед костром. О, Шувани, цыганская мать, Гаэной луной заклинаю, порчу табору возвращаю, дохнуть вашим коням, костру вашему потухнуть, а порче моей обратно лететь, так к табору прилипнуть. Цыганской иглой колю, порчу обратно цыганам отдаю. Чур меня чур, заклято. Вот так сделайте. И говорите. Церковную свечу перевернула, порчу цыганам вернула. Да будет так, заклято. Читаем еще раз. Чур меня чур, черноглазое зло. Луна Гаэна за меня мстит. Чур моя плоть, чур моя кровь, чур моя живая белая кость. На поле турецком табор стоит, Шувани сидит пред костром. О, Шувани, цыганская мать, Гаэной луной заклинаю, порчу табору возвращаю, дохнуть вашим коням, костру вашему погаснуть, а порче моей обратно лететь, да к вашему табору прилипнуть. Цыганской иглой колю, порчу обратно цыганам отдаю. Чур меня чур, заклято. Свечу церковную переверну, порчу цыганам верну. Чур меня чур, заклято. Читаем 3 раз. Чур меня чур, черноглазое зло, луна Гаэна за меня мстит. Чур моя плоть, чур моя кровь, чур моя живая белая кость. На поле турецком табор стоит. Шувани сидит перед костром. О, Шувани, цыганская мать, Гаэной луной заклинаю, порчу табору возвращаю, дохнуть вашим коням, костру вашему потухнуть, а порче моей обратно лететь, да к табору прилипнуть. Цыганской иглой колю, порчу обратно цыганам отдаю. Чур меня чур, заклято. Свечу церковную переверну, всю порчу цыганам верну. Чур меня чур, заклято. Эту иглу с этой солью относим на перекресток и оставляем там. Откупаемся. 6 монет через левое плечо, левой рукой кинули, сказали уплочено. И ушли, не оглядываясь. Вам станет легче сразу. Вот сейчас опять читаю. У меня аж дыхание перехватило, но потом резко начала какая-то волна вниз, вверх и ушла. Еще раз напоминаю, если человек, не имеющий великой силы, вас проклял, или вы боитесь этого проклятия, или вы боитесь каких-то там, значит, преследований, или вы боитесь каких-то пожеланий, или вам угрожают порчи и прочее, если это человек простой, да, не сильный, а, как правило, простые как раз и больше всех и орут, вот. Свеча должна догореть, да, вместе с порчей.
то вы можете это сделать. У организации этой начнутся очень большие проблемы, если несколько человек вот так придут себя очистят. Дохнуть вашим коням и прочее, прочее, это означает, что вашим доходам сокращаться, вашей там чего-то рухнуть, понимаете, а мне от вас уйти и остаться в целостности. Но в то же самое время, еще раз говорю, что это можно применить к проклятию, которое вам сказали на улице, в лицо сказали, соседи там подрались, прокляли вас, чтобы это пока не вошло в ваше вот это астральное пространство, в вашу энергетику, пока она еще не заразила вас, потому что порча это как зараза, это как вирус, который проникает в жизнь человека и губит человеческую душу и жизнь и судьбу. Вот чтобы этого всего не случилось, идите и сделайте вот это. Если тем более вы работаете среди таких людей, или вы находитесь среди таких людей, которые могут вам пожелать или могут грозиться, что сделают вам что-то. Вот и весь сказ. Всем удачи!